Глава 1051. Сломанная печать. Как только белый мех вырос из руки мастера рассеянного ветра, он тут же убрал его. После этого он продолжил беседу с остальными, словно ничего не произошло, однако большинство даже не подозревало о том, что произошло. Между тем, никто не заметил, как Хань Ли послал нить духовного чутья в одну из своих сумок для хранения духовных зверей. Успокоив своего зверя плачущей души, его мысли быстро рассеялись, но снаружи он сохранял спокойствие. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, Хань Ли и остальные закончили обсуждать свой план действий. Затем они быстро размылись, вынув свои собственные наборы инструментов формации, заклинаний и начав устанавливать их, чтобы увеличить наступательный потенциал. Хань Ли и Великий Бессмертный Сюй одновременно создавали грандиозную атакующую формацию, известную как формация огненно-ветреного дракона. Хотя она не могла сравниться с другими великими формациями, это была самая мощная атакующая формация, которую они могли установить в такой короткий срок. Стоит сказать, что после активации формации она могла производить атаки на уровне мощного удара культиватора на поздней стадии зарождающейся души, использующим обычное магическое сокровище. Спустя полчаса приготовления были закончены, и формации были установлены одна за другой, готовые к атаке. Хань Ли и Великий Бессмертный Сюй решили взять на себя совместное управление формацией огненно-ветреного дракона. Это было довольно смешно. Эти двое были непримиримыми врагами, но попали в такой разношерстный союз. Великий Бессмертный Сюй уставился на барьер серого тумана, окутавший их, и поднял руку, выпустив шар белого света, ударив им о стену. Световой шар, однако, не взорвался. Он просто завис в воздухе и заискрился, указывая метку. Затем он прямо сказал: «Через минуту все будут атаковать в это место». Другие молчали, кивнули в знак согласия. Великий Бессмертный Сюй бросил взгляд на Хань Ли и кивнул. Он слегка улыбнулся в ответ и молча сделал жест заклинания. В мгновение несколько десятков заклинаний начали светиться и гудеть. Великий Бессмертный Сюй глубоко вздохнул, и из его руки вспыхнул ярко-красный свет. Прижав ладонь к земле, он активировал несколько пластовых пластин, глубоко зарытых в землю. Пространство внезапно задрожало, а затем из-под земли вырвалась дюжина столбов алого пламени. Каждый столб пламени был толщиной в фут и излучал палящий жар, словно сам воздух горел. В то же время Хань Ли поднял руку и достал бледно-лазурную пластинку. Хлопнув по ней другой рукой, она начала мерцать ярким светом. Формация заклинаний заблестела, и дюжина драконов с гулом сгустились из синих ветров внутри нее. После заклинания они все бросились к другому столбу пламени. Ветер и огонь слились воедино, образовав дюжину огненно-ветреных драконов, объединив мощь огня и силу ветра. Как только драконы обрели форму, Великий Бессмертный Сюй закричал: «В атаку!». Затем он выплюнул лазурную жемчужину, и духовный павлин, круживший над его головой, взмахнул крыльями, выпустив волну радужного света с невероятной скоростью. Затем остальные активировали свои формации заклинаний и начали атаку, используя свои собственные способности. Взрывы прогремели один за другим. Вспышки света мерцали не прекращая, заставляя все пространство дрожать. Хань Ли взмахнул рукавом и выпустил несколько десятков летающих мечей в воздух. Затем мечи создали собственные копии, превратившись в рой из нескольких сотен огней мечей. Другие при виде силы этих мечей сразу же вспомнили мощь, которую проявил один из них, и слегка изменились в лицах. Их страх по отношению к Хань Ли немного усилился. Не обращая внимания на то, что думали другие, Хань Ли сделал жест заклинания и приказал мечам объединиться в огромный меч длиной более 30 метров. Сделав еще печать заклинаний, на поверхности меча появился слой золотой молнии и раздался гром. Несмотря на то, что его огромный меч был готов, Хань Ли не спешил бросать его в атаку. Слегка вскрикнув, он подбросил пластинку в воздух. Сделав жест заклинания, он указал на несколько разных точек на поверхности пластинки, заставляя ее дрогнуть несколько раз, а затем она разразилась приглушенным взрывом, высвобождая лазурный свет, который стал быстро поглощался пластинкой. С вновь обретенной силой флаги формации вспыхнули ослепительным светом, и дюжина огромных огненно-ветреных драконов заревела. Затем драконы увеличились в размерах в несколько раз и бросились вперед, размахивая когтями и клыками. Во время атаки драконы выстроились в линию и поразили стену печати. На этот раз серый туман яростно дрогнул от атак и вскоре начал деформироваться. Когда последний дракон взорвался у стены, остаточная энергия атак сконцентрировалась в огромный шар из ветра и огня. Вспыхнув малиновой вспышкой, он превратился в огромный клинок, который атаковал то же место. Послышался звук треснутого стекла. В стене появилась трещина длиной 3 метра, глубиной в фут, но в следующее мгновение она вспыхнула черным светом, собираясь восстановиться.
Другие культиваторы при виде этого сразу же обрушили на трещину безумный шквал атак, сильно замедляя темпы восстановления стены. В этот момент Хань Ли принял меры. Огромный золотой меч ударил в трещину, как молния. Взрыв вспыхнул золотым светом, словно внутри него родилось новое солнце. Трещина мгновенно увеличилась и стала в несколько раз глубже. Одна эта единственная атака произвела в несколько раз больше силы, чем все их предыдущие удары вместе взятые. Даже Хань Ли был ошеломлен результатом. Похоже, что божественная дьявольская молния могла на некоторое время сдерживать стену. Неужели флаг черного ветра был духовным сокровищем дьявольского да, хотя Хань Ли чувствовал страх, свет погас, и в печати появился тонкий барьер белого света. При виде этого они порадовались, но прежде чем кто-либо смог начать новую атаку, дюймовый клинок появился перед трещиной и исчез из поля зрения. Одним последним ударом тонкая белая стена замерцала черным светом и разбилась на куски, образовав дыру в 10 метров, раскрывая знакомое место. Они почувствовали мгновенное облегчение при виде этого. Во вспышке серебряного света перед отверстием странным образом появился силуэт и прошел через него. Это была человекоподобная марионетка Хань Ли. Остальные сначала немного колебались, а затем, недолго думая, использовали различные техники движения, чтобы довести дело до конца. Пара серебряных крыльев появилась на спине Хань Ли, но он не стал сразу использовать их. Вместо этого на его лице на мгновение вспыхнуло странное выражение, и губы зашевелились. Гуйлин внезапно остановилась с удивленным выражением лица, увидев это. Она уже прибыла к отверстию в черно-белой полоске света. В этот момент задержки великий бессмертный Сюй и другие бросились в отверстие. Однако снаружи внезапно вспыхнул красный свет, и оттуда появилось бесчисленное количество черных нитей. Великий бессмертный Сюй и Лин Иньпин тревожно вскрикнули. Раздался мощный взрыв, и плотная кровавая ци окружила мастера рассеянного ветра, на лице которого теперь была зловещая улыбка. «Вперед!» Без колебаний закричал Хань Ли и выстрелил прямо в отверстие во вспышке серебряной молнии. Гуйлин была в полном недоумении, но быстро последовала за ним. Как только он появился снаружи печати, его окружение было полностью поглощено кровавой ци, но, поскольку он уже был готов к этому, дуги золотой молнии из его тела не подпускали к нему кровавую ци. Затем он остановился и посмотрел в направлении трещины, приподняв бровь. Трещина в печати быстро уменьшалась, и вокруг нее было море густой кровавой ци, наполняя воздух кислым зловонием. В воздухе перед трещиной парило несколько фигур: серебрянокрылый ночной демон, львиный ястреб и гигантский монстр с белой шерстью. Монстр был одет в ту же одежду, что и мастер рассеянного ветра, но его тело источило плотную трупную ци. Он повернул голову, сверкая зелеными глазами и острыми клыками. Его морщинистое лицо тоже было покрыто белым мехом. В этот момент монстр управлял кровавым морем и своим малиновым клинком, не давая кому-то сбежать. Тело этого человека потеряло одну руку и ногу и отчаянно использовало лазурную жемчужину и серебряный крюк, чтобы заблокировать едкую кровавую ци, окружающую его. Это был великий бессмертный Сюй, на лице которого застыли гнев и ненависть. Недалеко от него был духовный павлин. Его захватил фиолетовый туман, созданный львиным ястребом. Павлин был полностью занят сохранением собственной жизни. Лин Иньпин же попала в поток призрачных демонических нитей ночного демона. Если бы не великолепные способности ее расшитого шарфа, она бы давно попала в плен. Однако ее попадание в плен было лишь вопросом времени. Благодаря предупреждению Хань Ли, Гуйлин также сумела выбраться. Затем ее взгляд сфокусировался на монстре с белым мехом, и она удивленно закричала: «Это он!». Глава 1052. Повышение условий. «Что, ты узнаешь этот труп?» — спросил Хань Ли, не оборачиваясь. Немного подумав, Гуйлин искренне ответил: «Пока что знаю». Затем Хан Ли повернул голову и спросил: «Пока что?». До того, как он превратился в усовершенствованный труп, он был духовным зверем, объяснила Гуйлин, мы были знакомы в прошлом. Его мастер был культиваторов из царства духов, но я не видел его после того, как гора Куну была запечатана. Я не знаю, как он стал таким. Хань Ли изменился в лице. Хочешь сказать, что он изначально был демоном из царства духов? Верно, вздохнула Гуйлин. В прошлом на культивации культиваторов и демонов, спустившихся в мир смертных, были ограничения. Сопровождающие их духовные звери, которые вошли в мир смертных со своими хозяевами, как и я, теряли свои первоначальные воспоминания. Хочешь сказать, что ничего не помнишь? Сердце Хань Ли дрогнуло от разочарования. В его голове мелькнула надежда на то, что она немного расскажет о царстве духов, но она тут же исчезла.
«Я помню только мое происхождение и ничего больше», — с грустным выражением сказала Гуйлин. Хань Ли продолжил молчать, как вдруг его всплыла серебряная луна. Поскольку ее личность была очень важна, у нее могли быть воспоминания о царстве духов. Хань Ли подавил любопытство в своем сердце, и его взгляд быстро переместился на область ниже. Мельком взглянув, он обнаружил, что окружение снаружи печати изменилось. Вокруг было пусто. Исчез не только кипригель 8 духов, что плавал над дворцом, но и ограничение, созданное флагом черного ветра. Неудивительно, почему они легко прорвались сквозь печать. Гигантские дыры и углубления от когтей глубиной в 10 метров покрывали землю, и половина дворца была разрушена. Хань Ли пронесся духовным чутьем по развалинам дворца, но ничего не смог обнаружить, поскольку установленные ограничения ограничивали его духовное чутье. Несмотря на это, он все равно почувствовал облегчение. Давление, которое оказывал демонический предок, было действительно слишком сильным. Если бы он столкнулся с ней лично, он бы не смог его выдержать. Однако единственная транспортная формация в этом месте все равно была запечатана флагом черного ветра. Ему придется придумать другой выход. Блуждая глазами, он начал размышлять о способе сбежать. Его ход мыслей был вскоре прерван тревожным голосом Лин Инпин. «Господин Даосист Хань, если ты согласишься спасти нас, я лично позабочусь о ненависти между тобой и нашим храмом бесконечного неба». Хань Ли ответил прямо: «Разве ненависть можно с такой легкостью растворить после того, сколько вы меня преследовали? Я не заинтересован вам помогать. Брат Хань, не забывай, что у нас еще есть 3 великих бессмертных. Думаешь, они оставят тебя в покое, если великий бессмертный Сюй и я умрем здесь?» Услышав это, Хань Ли усмехнулся и оглянулся на море крови. Лин Инпин в настоящее время использовала расшитый серебряный шарф, чтобы на некоторое время силой отразить нападение призрачных демонических нитей, но ее лицо было смертельно бледным. Было ясно, что она использовала секретную технику, чтобы силой увеличить силу своего магического сокровища. Великий бессмертный Сюй также был в отчаянном положении. Из-за ран, которые он получил из-за засады, и из-за того, что попал в это море крови, он был на грани, несмотря на грозное сопротивление, которое он оказывал своими магическими сокровищами. Духовный павлин был в самом лучшем состоянии среди них 3. Хотя птица не смогла вырваться из пурпурного тумана, львиному ястребу также не удалось навредить ей. Его грозные золотые ударные волны были полностью заблокированы золотым светом павлина. Хань Ли продолжил спокойным тоном: «Даже если твои слова правда, я бы все равно не пойду на это. Честно говоря, если бы вы не были на грани бедствия, я бы подумал воспользоваться этой ситуацией. А 3 ваших великих бессмертных я не боюсь, они мне не ровня». Убив высшего демона, Хань Ли смог приблизительно оценить свои способности. Пока человекоподобная марионетка скрывалась поблизости, а Гуйлин послушно выполняла его приказы, ему нечего было бояться 3 культиваторов на поздней стадии зарождающейся души. Не говоря уже о том, что все 3 не могли найти его одновременно. Если маулане обнаружат, что на равнинах нет 3 великих бессмертных парящего неба, они немедленно предпримут вторжение. Таким образом, Хань Ли не обращал внимания на угрозу Лин Инпина. Седовласый и усовершенствованный труп несколько беспокоился о том, что Хань Ли вмешается, но теперь расслабился. Он издал нечеловеческий смех. «Господин Даосист Хань очень разумный. Поскольку я не собираюсь на него нападать, зачем ему помогать какому-то дураку, как ты? Тебе лучше сдаться». Хань Ли снаружи оставался бесстрастным, но внутри чувствовал презрение. Усовершенствованный труп внутри печати, замаскированный под мастера рассеянного ветра, украдкой выпустил нить своей трупной ци, немедленно насторожив зверя плачущей души. Затем он обнаружил, что серебрянокрылый ночной демон и мастер рассеянного ветра обмениваются голосовыми передачами. Поскольку его духовное чутье было сильнее, чем у них, и было сравнимо с культиваторами на поздней стадии зарождающейся души, он был в состоянии их подслушивать, но не мог расслышать все четко, поскольку не хотел, чтобы его обнаружили. Из того, он смог услышать, он понял, что усовершенствованный труп объединит силы с 2 другими демонами и устроит засаду на культиваторов, когда они сбегут из печати и ослабят бдительность. Независимо от того, кто это был, это не имело значения. Таким образом, Хань Ли намеренно остался на шаг позади, а остальные попали в ловушку. В любом случае, Хань Ли не играть по их правилам. Хотя он раньше не видел седовласого усовершенствованного трупа, судя по внешнему виду и культивации, он явно был усовершенствованным трупом культиватора Сюна. Он был известным персонажем в клане демонов Великой Империи Цинь, который, как говорят, жил в течение десятков тысяч лет и культивировал в духа. Поскольку долина Тысячи демонов соперничала как с сектой высшего процветания, так и с небесного дьявола во власти, для него, лидера фракции, было довольно странно появиться здесь, замаскированным под бродячего культиватора. Теперь было загадкой, существовал ли когда-либо вообще бродячий культиватор по имени Мастер Рассеянного Ветра, или этот демон создал эту личность с самого начала.
Методы сокрытия, которые использовал этот усовершенствованный труп, были поистине невероятными. Даже Хань Ли не распознал его маскировку. Но в результате уровень его культивации был сильно ограничен, что позволило зарождающейся душе старейшины секты рассеивающейся Ин сбежать, попав в засаду кровавого клинка. Взглянув на кровавое море и усовершенствованный труп Сюна под ним, Хань Ли на мгновение безразлично задумался, и холодный блеск вспыхнул в его глазах. Хотя он не собирался спасать других, он не мог позволить алому клинку поглотить кровь и душу культиватора поздней стадии зарождающейся души. Если он позволит этому сокровищу стать сильнее, оно будет использовано против него. Даже если кровавый клинок быстро поглощал силу благодаря убийствам, ему нужно время, чтобы усвоить ее. Это станет для Хань Ли главной возможностью воспользоваться ситуацией и сбежать. Хань Ли все решил для себя. Было бы гораздо безопаснее, чтобы это злое сокровище оказалось в его распоряжении. Сохраняя равнодушное выражение, губы Хань Ли начали шевелиться. Глаза Гуйлин слегка сместились, но выражение ее лица оставалось спокойным. В этот момент великий бессмертный Сю наконец нарушил свое молчание. Он глубоко вздохнул и резко закричал: «Брат Хань, если ты поможешь, я раскрою тебе секрет развития золотых прожорливых жуков до их окончательной формы созревания». Хань Ли вдруг замер, и выражение его лица стало странным. Когда Лин Инпин услышала это, она быстро опровергла: «Нет. Этот секрет не должен покинуть наш священный храм ни при каких обстоятельствах. Как мы можем так легко разглашать это посторонним? Какая польза от мертвых? Не говори мне, что ты предпочтешь быть поглощенной этим кровавым клинком и потерять способность перевоплощаться. Если мы умрем здесь, Маулани воспользуется этой возможностью для контратаки. Что значит пустяковая тайна перед лицом процветания нашего народа?» Услышав это, лицо Лин Инпин стало смертельно бледным, и она замолчала. Когда труп Сюн увидел задумчивое выражение лица Хань Ли, он понял, что все изменится к худшую для него сторону. Не жалея усилий, демон сжал руки в жесте заклинания и влил магическую силу в алый клинок. Из него вырвался багровый свет, образовав гигантское призрачное лицо. Призрак широко раскрыл пасть в направлении Кровавого моря и собирался проглотить великого бессмертного Сюэ. Тем временем Кровавое море охватило все вокруг, и волны алого цвета обрушились друг на друга, создавая кровавый водоворот, насильственно вталкивая в него великого бессмертного Сюй и не оставляя пути спасения. Великий бессмертный Сюй тревожно выругался про себя и отчаянно атаковал своим лазурным мечом и серебряным крюком лицо призрака. Но из пасти призрака вспыхнул багровый свет, и появилась малиновая нить, крепко связав два сокровища в мгновение ока, поразив культиватора. Призрачное лицо снова открыло пасть, на этот раз обнажив клыки, зловеще рассмеявшись и погрузив голову в море крови. Великий бессмертный Сюй стиснул зубы при виде этого, и его зарождающаяся душа открыла глаза, готовясь убежать. Глава 1053. Конвергенция зарождающейся души. Вспышка молнии внезапно упала с неба, и взорвались ослепительным золотым светом, мгновенно рассеяв половину лица призрака. Лицо призрака издало жалкий вопль, но атака только спровоцировала его. Не успел великий бессмертный Сюй обрадоваться помощи, как призрак укусил его за шею. Бесконечные слои малинового света поглотили его в одно мгновение. Он почувствовал, как его тело быстро разрушается в багровом свете. Испугавшись, он поспешно произнес странное заклинание и окружил свое тело слоем золотого света. Свет ненадолго сжался, а затем взорвался. Золотой свет вспыхнул, рассеивая слои малинового света вокруг себя, а затем из него вырвалась зарождающаяся душа. Он использовал мгновенное перемещение, переместившись на расстояние более 30 метров. «Ты хочешь сбежать?» Труп Сюна холодно фыркнул и яростно махнул когтем по воздуху. Облако черной ци внезапно сгустилось над зарождающейся душой, создав большую руку, направляющуюся к ней. От одного его появления на область диаметром 30 метров обрушилось мощное давление. Бессмертный Сюй внутренне выругался при виде этого. Если бы это было до засады, его зарождающаяся душа смогла бы легко телепортироваться дальше и даже могла бы прорваться сквозь ограничения флага Черного ветра. В конце концов, зарождающаяся душа, покинув своего культиватора, была невероятно мощной и обладала способностью сражаться без тела. Поскольку он уже исчерпал большую часть своей духовной силы в Кровавом море, у него было мало шансов противостоять этой технике. Тем временем Хань Ли стоял в 100 метрах, держа руки за спиной с равнодушным выражением лица. Он, казалось, не желал предпринимать какие-либо дальнейшие действия, выпустив свою предыдущую вспышку молнии. Бессмертному Сюю оставалось только пытаться сбежать изо всех сил. Он направил всю оставшуюся магическую силу и открыл рот, выплюнув металлический медальон, готовясь использовать связанное с душой магическое сокровище для побега.
Но затем вспыхнул серебряный свет, и над черной рукой появился человек. Он поднял руку, и раздался крик дракона. В яркой вспышке зеленая полоска, пылающая золотым светом, врезалась в большую руку. В руке мгновенно образовалась огромная дыра, и бесчисленное количество дух молнии свирепствовали в воздухе, обрушившись на черную ци. Затем силуэт размылся во вспышке серебряного света, расшившись до 30 метров, и быстро метнулся к зарождающейся душе бессмертного Сюэ. Тот обрадовался своему спасению от смерти и мгновенно засветился, улетая как можно дальше. Хотя силуэт в серебряном свете спас его, он не собирался доверять свою жизнь чужим. Силуэт не обратил на это внимания и вместо этого повернулся к трупу Сюна и остальным. Духовный павлин, получив приказ от бессмертного Сюэ, задрожал всем телом, выпустив несколько хвостовых перьев в львиного ястреба. А так вспыхнуло радужным светом, заставив львиного ястреба отступить. Фиолетовый туман растворился от радужного света, создав большое отверстие. Павлин воспользовался этой возможностью, дико взмахнул крыльями, странным образом деформируя свое тело, превратив его в дым, и устремился в сторону зарождающейся души бессмертного Сюэ. Как только они встретились, зарождающаяся душа обрадовалась. Затем произошло нечто неожиданное. Павлин открыл клюв рот и проглотил зарождающуюся душу. Затем он громко заклокотал, размахивая крыльями. Внезапно появился ослепительный радужный свет и окутал тело птицы. Примерно в то же время облако черно-белой ци внезапно появилось рядом с битвой между серебряно-крылым ночным демоном и Лин Инпин. Это была Гуйлин, и ночной демон изменился в лице при виде ее. Она бесстрастно взглянула на него и послала ему несколько голосовых сообщений, прежде чем начать атаку. Выражение демона слегка изменилось, и он ненадолго задумался, а затем глубоко вздохнул. Затем он махнул руками и выпустил Лин Инпина из призрачных демонических нитей, заставив их вернуться к нему плотной, массивной волной. Лин Инпин обрадовалась и собиралась сбежать, но у Гуйлин были другие планы на этот счет. Ее фигура расплылась и неожиданно появилась рядом с ней, подняв огромным серебряный топор. Она без колебаний откинулась на землю, отбрасывая свет от оружия. В страхе Лин Инпин указала на расшитый серебряный шарф, отчаянно желая заблокировать атаку. Внезапно огромный топор вспыхнул странным светом, и оттуда появился тигр, который в следующее мгновение набросился на нее. Раздался взрыв, и расшитый серебряный шарф разлетелся на части, и призрак тигра немедленно накрыл женщину шаром желтой ци. Рыбный запах охватил ее, и она внутренне выругалась. Ее голова опустилась, и ее тело вскоре упало в воздух. Затем Гуйлин сделала жест заклинания и заставила облако желтой ци крепко сжать ее. Черно-белая ци вздрогнула, и Лин Инпин исчезла из своего первоначального местоположения, появившись рядом с Ханьли в следующее мгновение. Пока все это происходило, труп Сюна не предпринимал никаких действий, а лишь равнодушно наблюдал со стороны. Выполнив свои приказы, человекоподобная марионетка и Гуйлин размылись, снова появившись за Ханьли. Вместо того, чтобы хотя бы взглянуть на своего заложника, Ханьли смотрел со странным выражением на лице в другое место. Радужный свет, сияющий от павлина, становился все ярче и интенсивнее. «Господин Даосист Хань, что ты задумал?» Раздался голос бессмертного Сюи из ослепляющего света. Голос напоминал бессмертного Сюй, но был гораздо более резким и носил яростный и жестокий тон. «Разве я не помог тебе спасти госпожу Лин?» Равнодушно спросил Ханьли. «Что?» Кажется, я был излишне подозрителен, голос из радужного света смягчился, а свет поблек, раскрывая духовного павлина. Однако теперь он был намного больше, чем прежде, и на его голове сияло белое лицо. Лицо было пустым и прозрачным, но это был явно бессмертный Сюй. Но когда он увидел, что Лин Инпин была без сознания, он посмотрел на него с тревогой. «Расслабься, я ничего с ней не сделаю, но должен спросить тебя кое о чем. «Надеюсь, ты меня не разочаруешь», — спокойно сказал Ханьли. «Ты мне угрожаешь». На лице бессмертного Сюя отразился гнев. «Я бы не посмел, но я не забуду, что ты сказал. Госпожа Лин будет со мной, чтобы ты ничего не сделал. Ты же не собираешься отказаться от своего обещания». Ханьли усмехнулся, и выражение его лица стало зловещим. Выражение бессмертного Сюй оставалось неизменным, и он перевел взгляд. «Может, сначала разберемся с демонами». Ханьли погладил себя по подбородку и сказал: «Все в порядке, я подумал об этом же». Его равнодушное отношение стало таким шоком для великого бессмертного, что тот не знал, что и сказать. Ханьли слегка улыбнулся и дал команду Гуйлин. После этого они полетели вперед вместе с человекоподобной марионеткой. Приблизившись к Кровавому морю, они остановились, и Ханьли взглянул на труп Сюна, сказав: «Как повелитель долины тысячи демонов, ты должен был прибыть на гору Кунью по важным делам.
как и я, и эти двое полезны для меня, поэтому я буду их трогать пока. Надеюсь, ты не в обиде. Слова Ханьли были мягкими, но его тон был непреклонен в отношении ночного демона и львиного ястреба. Труп Сюна внезапно нарушил молчание. «Господин Даосист, тебя зовут Хань, да? И ты с небесного южного региона?» Ханьли сделал паузу и осторожно ответил: «Верно. Ты планируешь отомстить?» «Вовсе нет. На этот раз я могу закрыть глаза на твои действия, но только один раз. Если ты вмешаешься снова, ты больше никогда не увидишь свой небесный южный регион». Из глаз трупа вырвалось зеленое пламя. Когда Ханьли услышал это, уголок его рта дернулся, но он ничего не сказал. Труп Сюн сделал жест заклинания двумя руками и указал на алый свет вдалеке. Свет дрогнул и превратился в огромный малиновый клинок. Затем он спустился к Кровавому морю. Ранее рассеянное призрачное лицо снова появилось из кровавого клинка с ухмылкой на лице. Затем море объединилось в кровавый столб и ворвалось в пасть призрачного лица, мгновенно исчезнув. Хотя кровавый клинок выглядел точно так же, запах крови стал гораздо более гнилым. Затем труп Сюн приманил двух демонов и полетел в направлении дворца. В мгновение ока все трое исчезли без следа. Казалось, у трупа Сюн была другая цель, и он убедил двух демонов последовать за ним. Ханьли прищурил глаза от сияющего холодного блеска. Затем он обернулся и сказал: «Хорошо, а теперь брат Сюй должен ответить на мои вопросы прямо сейчас». Глава 1054. Метка священного зверя. Великий бессмертный Сюй, свергнутый до лица на голове духовного павлина, взглянул на марионетку и Гуйлин, у которой в руках была Лин Импин. Немного поколебавшись, он криво улыбнулся. «Брат Хань, что ты хочешь узнать?» Марионетка вспыхнула серебряным светом и исчезла. Ханьли размылся несколько раз, приблизившись к Гуйлин. «Судя по твоему тону, развитие золотых прожорливых жуков до их последней стадии не то, что я могу сделать самостоятельно. Это довольно странно. Насколько мне известно, экзотические насекомые в древние времена были способны к естественному развитию до последней стадии, становясь серьезной угрозой для древних культиваторов. Твои золотые прожорливые жуки не слабее. Если бы мы следовали обычным методам, то потребовались бы десятки тысяч лет, но культиваторы столько не живут. Даже если бы они передавались из поколения в поколение, то немногие кланы или секты смогли бы просуществовать столько. В частности, золотые прожорливые жуки развиваются особенно долго, так что последующие поколения бы потеряли надежду на их культивацию. Как пользователь этих жуков, ты должен понимать разницу в силе между двумя последними формами. Они словно совершенно разные виды. Это правда. Но у моих жуков не было ни намека на прогресс после достижения их нынешней стадии. Неужели ваш храм использует какую-то технику для их культивации? Сколько времени она экономит? Техника позволяет сократить время на треть. С использованием нескольких редких материалов и культивацией лишь некоторые из них ты можешь ускорить процесс еще больше. Это настолько эффективно. Тогда мои усилия не прошли даром. Ты не боишься, что я оберну своих жуков на тебя, когда они эволюционируют? Брат Хань, должно быть, шутит. Я слышал о твоих золотых прожорливых жуках ранее. Они даже не начали процесс своей окончательной эволюции. С нашей техникой тебе понадобится тысячи лет усилий, и даже тогда успех не гарантирован. К тому времени это уже будут не наши проблемы, прямо сказал великий бессмертный Сюй. Значит, тебя это совершенно не волнует. Через несколько тысяч лет эти жуки могут попасть в руки моих потомков. Возможно, к тому времени в вашем храме появится контрплан, сказал Ханьли, загадочно улыбнувшись. Возможно, так и будет. Хочешь сказать, что ты не хочешь эту технику? А я уже было хотел согласиться на другие условия. Ханьли поджал губы, сложив руки за спиной. Я такого не говорил. Даже если я не смогу вырастить жуков в своей жизни, я могу передать их другим. Меня всегда интересовал способ вырастить это можно передать другим. Я всегда интересовала культивация насекомых. На лице великого бессмертного Сюя появилось удивление. Подожди-ка. Я дам тебе нефритовую пластинку с копией техники. Ты выращиваешь жуков уже много лет, так что легко поймешь, подлинная ли она. После небольшой задержки вспыхнул белый свет, и лицо великого бессмертного Сюя вошло в тело павлина. Ханьли слегка улыбнулся и использовал эту возможность, чтобы изучить состояние дворца. С тех пор, как 3 демона вошли в него, было смертельно тихо. Он нахмурился, ожидая, по крайней мере, какого-то действия, и кое-что расспросил у Гуйлин с помощью передачи голоса. Она удивилась его словам, но быстро ответила ему. Ханьли кивнул, но его лицо стало угрюмым.
Готово. Павлин открыл роте, выплюнул белую полоску света. Глаза Ханьли загорелись, и он взмахнул рукавом, ловя нефритовую пластинку на ветру. Белая полоска света потухла, показывая нефритовую пластинку размером с ладонь. Затем Ханьли поднес пластинку к своей голове и мягко прижал, погрузив в нее свое духовное чутье. Читая, на его лице постепенно появлялось удивление. Вскоре он понял все содержание пластинки. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить кружку чая, Ханьли вынул духовное чутье и вздохнул. Затем он перевел взгляд на духовного павлина и сказал: «Господин Даосист Сюй, как звали старейшину племени, который создал эту технику выращивания жуков? Даже сейчас я могу высоко оценить ее. Кто бы мог подумать, что кто-то сможет принудительно направить мирскую ци в жуков вместо элементной ци. Это не то, что обычный человек может сделать в течение своей жизни. Должно быть, это потребовало огромных усилий и путь множества неудач, пока не была создана правильная техника. Когда наш храм приобрел яйца золотых прожорливых жуков, мы собрали старейшин, обладающих навыками культивации насекомых, специально для того, чтобы исследовать техники их выращивания. Для создания этой техники потребовалось более 1000 лет. Жаль, что количество яиц было слишком мало, а материалы слишком редкие. Иначе мы могли бы вырастить этих жуков в большем количестве. Ханьли кивнул и почувствовал небольшое удивление. Если бы не его маленькая бутылка и чудесный эффект радужной травы, он не смог бы взрастить столько жуков до их нынешней стадии. Хорошо, я спас вас обоих, и ты передал мне технику. Наше соглашение завершено. Теперь ты можешь покончить с собой, и я позволю твоей душе идти по пути реинкарнации. Или, если ты предпочитаешь, я могу уничтожить твою душу вместе с этой птицей, с угрюмым выражением на лице сказал Ханьли и с нескрываемой враждебностью уставился на духовного павлина. Не успел он сказать это, как грянул гром, и на его спине появились серебристые крылья. Сделав жест заклинания руками, он покрыл свое тело слоем извивающейся золотой молнии. В то же время рядом с духовным павлином сверкнул серебряный свет, и появилась человекоподобная марионетка. В ее руках сверкнул красный свет, и тут же появился маленький зеленый лук. Павлин содрогнулся от ужаса и развернул крылья, покрыв себя слоем золотого света. Открыв клюв, он выпустил шар золотого света, зарождающуюся душу великого бессмертного Сюэ. В мгновение ока она поднялась над головой павлина и рассмеялась, уставившись на Ханьли. «Господин Даосист Хань, не советую делать это. Твои отношения с нашим храмом еще не достигли примирения. Мы можем заключить мир. Даже если ты лично не боишься погони за тобой 3 великими бессмертными, разве тебя не волнует вражда между твоей сектой и нашими будущими потомками?» Выражение лица Ханьли стало суровым. «Хочешь, чтобы я убил всех 3 великих бессмертных, пока я еще жив?» Видя, что Ханьли дал ему возможность говорить, он почувствовал себя немного спокойнее. «Что ты имеешь в виду? Мы преследовали тебя только ради сохранения нашего статуса. Ты был культиватором на средней стадии зарождающейся души, но убил столько наших бессмертных. Мы были вынуждены схватить тебя, но тогда ты захватил воплощение нашего священного зверя и разгневал храм. У нас не было другого выбора, кроме как преследовать тебя в великом цене. Но сейчас все по-другому. Ты управляешь 2 существами, находящимися на поздней стадии зарождающейся души, и твои собственные навыки не сравнятся ни с кем из нас. Теперь у тебя равное положение с нашим храмом бесконечного неба. Поскольку мы не хотим закончить этот конфликт взаимным уничтожением, лучше решить все дипломатическим путем. Кроме того, путь назад крайне опасен. Объединив усилия, нам будет проще сохранить наши жизни. Ты закончил? Равнодушным тоном спросил Ханьли. Сердце великого бессмертного Сюэ дрогнуло, услышав это, и он осторожно спросил: «Думаешь, я вру тебе? Я не против того, чтобы тебя отпустить, но как я могу доверять каким-то словами?» С усмешкой сказал Ханьли. «Конечно, нет!» — закричал великий бессмертный Сюй. «Здесь святая нашего храма. Она может использовать секретную технику, чтобы призвать истинный дух священного зверя бесконечного неба. Она может поставить на тебе метку, сделав тебя приглашенным старейшиной нашей секты. Таким образом, если ты вернешь нам воплощение священного зверя, мы сможем завершить сделку по возвращении. В будущем храм больше не побеспокоит тебя. Метка священного зверя». Удивленно пробормотал Ханьли. «Путешествуя по равнинам, я слышал об этом. Метку могут получить только основные члены храма. Культиваторы с этой меткой не могут замышлять недоброе в отношении друг друга, иначе метка активируется, и преступника настигнет странное проклятие. Их духовное чутье будет подвергнуто пыткам, равным смерти». Видя, что Ханьли почти поддался на искушение, бессмертный Сюй продолжил: «Значит, ты знаешь об этом.
Мы преследуем тебя только из-за воплощения священного зверя. Бессмертные, которых ты убил, пустяк, учитывая силу, которую ты проявил. Хань Ли сильно нахмурился, и выражение его лица дрогнуло. Великий бессмертный Сюй молчал. Ему оставалось только ждать, пока Хань Ли примет решение, но он не мог полностью скрыть беспокойство на своем лице. Он прекрасно понимал, что если Хань Ли действительно захочет убить их, у их зарождающихся душ не будет возможности сбежать. Он мог уничтожить их одной мыслью. Его жизнь была в руках другого человека, и он не мог не испытывать панику. Глава 1055. Мина сожжения души. Хань Ли уставился на зарождающуюся душу великого бессмертного Сюя и спокойно сказал: «Хотя я не боюсь вашего храма бесконечного неба и не хочу провоцировать каких-либо могущественных врагов, это не значит, что я готов принять метку вашего священного зверя и стать частью вашего храма. Я также не знаю, какие подводные камни у этой метки. Мне будет достаточно, если храм просто перестанет меня искать, но не пеняйте на себя, если вы продолжите меня беспокоить». Великий бессмертный Сюй поспешно согласился: «Конечно. Учитывая твои нынешние способности, мы не станем делать то, что может навредить нам. Мог бы ты сейчас освободить святую?» Хань Ли фыркнул и прямо сказал: «К чему такая спешка? Я еще не огласил все условия». «Тогда, пожалуйста, продолжай». Сердце великого бессмертного Сюя забилось быстрее. Со странным выражением на лице Хань Ли сказал: «Я могу вернуть воплощение святого зверя, но не сразу. Это займет несколько лет. Я могу, по крайней мере, гарантировать, что зверь не пострадает». Великий бессмертный Сюй ответил нерешительным тоном: на это трудно согласиться. Это только первое условие. Во-вторых, я наложу несколько ограничений на обе ваши зарождающиеся души, чтобы вы не нарушили свое обещание. Не волнуйтесь, это не техника ограничения души. На нашем уровне такие хитрости вряд ли будут эффективны. Но я наткнулся на древнюю технику усовершенствования под названием мина сожжения души. Вам нужно будет проглотить по одной, и в каждой из них есть нить моего духовного чувства. Сердце великого бессмертного Сюй дрогнуло, и он закричал: «Мина сожжения души! С таким же успехом ты можешь убить меня прямо сейчас». Хань Ли спокойно заявил: «Если ты не согласен, то я отправлюсь на высокие небесные равнины после того, как покончу с вами двумя. Я думаю, что маулане будут очень взволнованы, узнав, что все ваши великие бессмертные мертвы. Когда придет время, вероятно, ваше племя будет стерто с лица земли». Великий бессмертный Сюй почувствовал, как ледяной пот покатился у него по спине. «Да как ты смеешь? А почему бы и нет? Несколькими минутами ранее ты пытался ограничить меня меткой. Я ненавижу, когда меня пытаются контролировать другие. Чтобы избежать этого, мне нужно будет использовать другой метод, и это единственный метод, который у меня есть. Если ты не хочешь проглатывать мину сожжения души, я воспользуюсь этой возможностью, чтобы избавиться от тебя. Это твой последний шанс». Не намереваясь тянуть дольше, Хань Ли поднял руку и согнул большой палец, начав считать 5. В панике великий бессмертный Сюй поспешно произнес: «Откуда я знаю, что ты не используешь мину, чтобы разобраться с нами в более подходящее время? Разве будет еще более подходящее время, чем сейчас?» Хмыкнул Хань Ли и согнул указательный палец. 4. Но зарождающаяся душа бормотала про себя, а ее глаза дико блуждали, словно она искала возможность сбежать. Но в неизвестный момент времени Гуйлин уже очутилась над головой павлина и с холодным выражением уставилась на зарождающуюся душу. 3. Сердце бессмертного Сюя бешено колотилось в панике. Его окружили трое, поэтому попытка сбежать была бессмысленной. 2. У Хань Ли остался ровным только один палец. Гуйлин и человекоподобная марионетка выпустили удивительное духовное давление, приняв угрожающую позу. Гуйлин подняла руку и вызвал серебряный топор. Марионетка также вызвала свой лук, а затем и маленькая золотая стрела в ее руках вспыхнула светом, направленная прямо на духовного павлина. Хань Ли поднял руку и вызвал веер 3 огней. По его поверхности тут же стали блуждать талисманные символы, и послышался крик Феникса. При виде вспышки света от веера великий бессмертный Сюй стал смертельно бледным и плотно закрыл рот. В глазах Хань Ли вспыхнул холодный, как сталь, блеск, и он сказал: «1». Видя, что Хань Ли готов выполнить свою угрозу, великий бессмертный Сюй стиснул зубы и закричал: «Я согласен». «Согласен». Услышав это, Хань Ли сделал жест заклинания одной рукой и произнес древнее слово. Через некоторое время лицо Хань Ли побледнело, а из его лба вырвался белый луч света, направившийся к зарождающейся душе великого бессмертного Сюя. В другой руке Хань Ли все еще держал веер 3 огней.
Было очевидно, что он не собирался позволить великому бессмертному Сюю сбежать. Гуйлин и марионетка тоже были настороже. Великий бессмертный Сюй даже почувствовал, что давление, которое они излучали, стало еще сильнее, и они сосредоточились на его зарождающейся душе. Внутренне вздохнув, он со страхом взглянул на крошечный белый шарик, покрытый слоем белого тумана с радужными надписями. Шар света соответствовал описанию мины сожжения души, которая в древние времена была легендарной техникой. Вскоре он предстал перед ним и коснулся его радужного барьера. Он все еще колебался, но взгляд Хань Ли не оставлял места для дискуссий, и ему не оставалось ничего другого, кроме как позволить белому шару пройти через его барьер. В мгновение Акшар вошел в его зарождающуюся душу, не оставив следов. Затем великий бессмертный Сюй поспешно использовал свое духовное чутье, чтобы исследовать свою душу. Он не нашел ничего необычного, словно мины там и не было. От этого ему стало еще страшнее. Эту легендарную технику, созданную из духовного чутья культиватора, было невозможно обнаружить. Все было так, как говорилось в легендах. Было невозможно избавиться от того, чего не можешь найти. Хань Ли равнодушно прервал его поиски. Тебе не стоит даже думать о том, чтобы силой избавиться от нее. Это не то, что можно удалить магической силой. Пока ты придерживаешься наших условий, я не буду активировать мину. Лицо великого бессмертного Сюя в ответ стало мрачным. Затем Хань Ли перевел взгляд на бессознательную Лин Инпин и нахмурился. Немного поколебавшись, он наложил технику и на нее. Без возможности найти мину, великий бессмертный Сюй с обидой сказал: «Поскольку ты уже установил на нас эти ограничения вместо того, чтобы убивать нас, ты планируешь нас заставлять». «Заставлять тебя», — равнодушно сказал Хань Ли. «Не волнуйся, если ты будешь послушно мне помогать и следовать за мной, пока мы не разойдемся по своим дорогам, я тебя не трону. Ты и Света по-прежнему будете членами Храма Бесконечного Неба, а я вернусь к уединенной культивации в небесном южном регионе. Мины исчезнут сами через несколько сотен лет». Несколько сотен лет. Великий бессмертный Сюй потерял дар речи. Мы потратили достаточно времени. Пошли. Хань Ли взглянул на потерявшую сознание Лин Инпина и взмахнул рукавом, накрыв ее туманом. Вскоре ее глаза зашевелились, и она медленно подняла веки. Увидев перед собой Хань Ли, она тут же размылась и переместилась от него в сторону на 30 метров. Затем она выплюнула серебряный летающий меч, готовясь в атаке. «Госпожа Лин, не стоит предпринимать таких опрометчивых действий!» — крикнул великий бессмертный Сюй. Затем он начал быстро отправлять ей голосовые передачи. Хань Ли спокойно наблюдал, заложив руки за спину. Гуйлин вернулся к нему, а человекоподобная марионетка снова исчезла из поля зрения. В мгновение ока, святая бесконечного неба, Лин Инпин осознала, что с ней произошло, и ее лицо тут же побледнело. Он не могла скрыть ужас в своих глазах. Хань Ли собирался что-то сказать, но вдруг раздался огромный взрыв, сотрясший все пространство, в котором они находились. Огромная полоса мечей пронзила стены запечатанного пространства, которое ранее их захватило, создав большую дыру шириной в 3 метра. Затем пронеслись 2 световые полоски, сделав круг в воздухе, и упали рядом с Хань Ли, раскрывая человека в даосистских одеждах и в черной мантии ученого. Даосист Цзы Цзычжи. Лин Инпин увидела среди них ученого в черной мантии и обрадовалась. У ученого в черной мантии был крючковатый нос и резкий вид. С удивлением он спросил: «Го, как фея Лин оказалась здесь?» Этот человек был даосистом Цзы Цзычжи из секты Небесного Дьявола. Поскольку у секты было несколько торговых соглашений с Храмом Бесконечного Неба, Лин Инпин была в дружеских отношениях со старым дьяволом, что привело к тому, что он позволил ей одолжить зеркало чистого звука в столице Цинь, сокровище, с помощью которого можно было видеть сквозь иллюзии. Седовласый даосист с красным лицом рядом с ним был мастером Хейда из секты Высшего Процветания. Увидев женщину, он окликнул ее сияющей улыбкой, но когда он увидел остальных, на его лице отразилось удивление. Улыбка старого даосица исчезла, и он с недоумением спросил: «Фея Лин, кто эти 2 даосистов?» «Павлин господина даосиста Сюэ здесь, но его я не вижу».